Добрый вечер, уважаемые друзья! Я снова с вами в прямом эфире. У нас сегодня необыкновенная тема, но тема, которая очень часто встречается у многих психологов. И сегодня мы будем говорить о деньгах. Ну, а тема называется «Я люблю деньги». Так говорят умы и эгоистические состояния многих людей. Да, многие люди любят деньги, но почему же так много на планете бедных людей? Почему так много людей, которые страдают, не имея денег, в нищенстве, в бедноте, в безденежье и, конечно же, в трудностях? Да все дело в том, друзья мои, что многие из этих людей просто не понимают того, что все им дается для того, чтобы они изменились. И если у них нет здоровья, значит, они в жизни живут жизнь неправильно, во всяком случае нездоровую и неправильную жизнь. Если у них нет денег, значит, у них есть очень много эгоистических внутренних состояний, которые не дают возможности человеку быть богатым. Если с человеком постоянно происходят какие-то сложности и трудности по жизни, и человек испытывает определенные сложности и трудности по жизни, это говорит вот о чем. О том, что он опять-таки что-то делает неправильно. В общем, друзья мои, если посмотреть на жизнь каждого человека, можно сказать вот что. Все ситуации, все жизни, все количество жизней, которые вы проживаете, все ситуации, все состояния, все встречи и расставания, все это для того, чтобы вы развивались, чтобы вы росли. Но, к сожалению, нынешнее общество этого принять не хочет. Нынешнему обществу намного удобнее и выгоднее найти виноватого в своих трудностях и в своих проблемах. Но, друзья мои, надо было бы этому современному обществу задуматься о том, а почему же, найдя виноватого в жизни, ничего хорошего не происходит. Жизнь не улучшается. Одни трудности сменяются другими трудностями и так далее, и так далее. И человек, проживая короткую жизнь, действительно покидает этот мир, так и не познав счастья, богатства, успеха и процветания. Друзья мои, сегодняшняя передача будет именно такой, чтобы вы, посмотрев эту передачу, выполнили все мои рекомендации и стали богатыми людьми. Во всяком случае, я сегодня сделаю все, чтобы так и было. Но сказать мною это одно, услышать вами это другое. А вот сделать это, конечно, для многих просто невозможно. Так вот, те люди, кто все-таки применят все мои сегодняшние рекомендации и послушают все мои советы и выполнят все поставленные сегодня задания, эти люди действительно могут рассчитывать на счастливую и успешную жизнь. Тот, кто не захочет этого делать, друзья мои, свобода воли, право выбора. Итак, мне очень хочется сказать сейчас о причинах безденежья. Почему многие люди не имеют денег? Таких очень много на земле, и их больше, нежели тех людей, которые имеют деньги. О тех, которые имеют деньги, мы поговорим немножко позже. А вот давайте поговорим сейчас о том бедном населении, которое действительно живет нищенскую жизнь. Многие раньше, я помню, в советские времена освещали «Время», была такая передача, программа «Время», и в этой программе «Время» я, будучи еще ребенком, смотрела такие передачи. Вот Африка бедствует, Африка страдает от нищеты, Африка, африканцы и другие страны очень бедны. И я смотрела на это все, мне настолько было жалко этих людей, действительно очень жаль, действительно показывали этих несчастных, голых, бедных, худых детей, которые нуждались в куске хлеба.
Но потом, друзья мои, когда я побывала в Африке, я поняла, почему они такие бедные. Я поняла, что они бедные не потому, что они несчастные, а потому что люди просто работать не хотят. Там же ж земля-то золотая, золотая, дождь идет регулярно, да какой дождь, да какая земля, палку воткни расти будет. А они лежат на лавочках, сидят на лавочках, только женщины работают, только женщины как-то стараются добыть хоть что-то на вечер на пропитание, вот так и живут жизни. Поэтому бедность у людей, у многих людей, не потому, что они страдают от причин государственного значения. Нет, друзья мои, государство, если взять государственность, то ни один еще президент не пришел в семью этого африканца и не сказал: вот я хочу, чтобы ты был бедным, вот, пожалуйста, ты будь бедным, и ты будешь бедным. Все, в этой жизни ты не можешь стать богатым. По-моему, ни к одному человеку не пришел никакой президент и так и не сказал. То есть, друзья мои, это я к чему? Это я к тому, что мы с вами сами строим свои жизни. Так вот, большинство бедных людей – это люди неразвитые. Неразвитые интеллектуально и духовно неразвитые. Неразвитые социально, неадаптированные социумом, неразвитые в том понимании, кто таков человек и какими возможностями он владеет. Зачастую это люди, сознанием которых управляет исключительно животные инстинкты: размножение, инстинкт лени, инстинкт пищи, питания и другие инстинкты, на которых человек эволюционировал. И вот они настолько глубоко не изжиты большинством людей, что и до сих пор, да и не только в Африке, это я вам просто привела вот к примеру, вот это такой очень яркий для меня был пример. А в нашей стране и в других странах это сплошь и рядом. Люди стали ленивые. Действительно, лень стала нормой жизни. Они не хотят читать, они не хотят писать, они не хотят учиться, они ничего не хотят делать. Но все любят деньги и все хотят денег. Друзья мои, это утопия. Такое поведение, оно приведет только к деградации, к болезням, к разрушениям и к нищете. Вы спросите, почему? Да потому что космос паразитов уничтожает. Или же, будучи человеком, он не уничтожает человека на определенном этапе его развития, а он подталкивает его через ситуации, через трудности и сложности, проблемы жизни к эволюции. Да, и именно так я наблюдаю это в своей жизни. Человек, пока не сталкивается с серьезными проблемами своей жизни, он не хочет заниматься развитием себя. Ну не хочет он. Ну вот не хочет. И вот только тогда, когда припечет очень серьезно, тогда начинают искать кого-то, как-то решать проблемы, что-то начинают делать. А это все животные инстинкты, это все животное внутреннее неразвитое состояние людей. Так вот таких, друзья мои, к моему большому сожалению, на этой планете, к большому сожалению, большинство. Но живя эту жизнь, я думала, что все-таки человечество будет развиваться, и вот было у людей будущее, все думали о будущем и говорили о будущем, а сейчас говорить о будущем, это значит говорить о неизвестности. Почему? Да потому что человечество перестало трудиться, правильно, созидательно трудиться, трудиться так, чтобы развивать не только себя, свою семью, а все человечество. Человечество сейчас настолько погрязло в материальных благах и удовольствиях, настолько погрязло в обмане, лжи, в ненависти, в предательстве, что говорить о каком-то созидательном жизненном процессе этой планеты в данную эпоху, в ближайшее время просто не приходится. Да, глядя на все это, понимаешь, что человечество должно как минимум несколько эпох, несколько поколений переродиться. Но кто придет и к кому придут,
Придут так тем, которые сейчас разрушают себя и мир вокруг себя. И именно эти дадут образование, обучение тем, кто продолжит свою жизнь здесь, на этой планете. Поэтому, может быть, даже 3 поколения и мало, может быть, 10 поколений нужно для того, чтобы хотя бы немножко изменилась мораль и внутреннее отношение и состояние, эволюционное состояние человечества. И дай Бог, чтобы это так и было, пусть 10 поколений, но поколений, которые смогут выжить. Ведь вы посмотрите, сколько оружия создано сейчас на планете, которое может разрушить эту планету в любой момент. Но мы сегодня говорим с вами о деньгах. Друзья мои, бедных людей много только потому, что они в своем сознании бедны. Ведь самой высшей, самой сильной, самой стремительной силой владеет мысль. И не только человеческая. Есть мысли духовных личностей, духовных существ, есть мысль Творца, Творцов, есть мысль разных более развитых существ. Именно эти мысли создают и развивают изначально весь космос. Человек также, не управляя своей мыслью, но думая свои мысли, создает процессы своей реальности. Поэтому большинство бедных людей, они мыслями своими бедны. Они бедны своим внутренним состоянием. И большинство из этих людей даже в своих мыслях не могут допустить того, что они могут быть богатыми. А даже если им об этом приснится когда-то сон, то, проснувшись, они в это не поверят. Настолько они примитивны в своем сознании, настолько они ничего не знают о себе. Они думают, что для них денег мало, что у них ничего не получится, что они какие-то не такие. А вот лучше, вот пусть лучше кто-то мне скажет, что нужно делать, вот я буду делать, и у меня все получится. Да, мои ученики тоже так поступают очень часто. Они подходят ко мне после занятий и задают мне сплошь и рядом, выстраивая очередь, вопрос: а что мне надо делать? Вот мне эту работу надо выполнять или не надо? Вот мне надо менять работу или не надо? Друзья мои, мне очень хочется, чтобы вы сами разбирались. А разобраться вы можете и получится у вас только в том случае, когда вы в себя поверите. А в себя вы не верите только потому, что вы ничего о себе не знаете. Вы ничего не знаете о жизни, о космосе. И, как правило, всегда подходят ученики, которые закончили только начальный уровень обучения. Даже услышав о том, что они могут многое, им очень сложно в первые дни их жизни после курсов в это поверить. Вот настолько примитивно человеческое сознание. Это уже потом они понимают, они осознают, что да, все в их руках, все в их мыслях, все в их устремлениях, все в их убежденности, вере и устремленности. Это уже потом, через несколько лет, закончив несколько ступеней развития своего сознания, увидя результаты этой работы, увидя результаты своих мыслей, увидя результаты этой эволюции, они начинают: да, такие есть в этом правда. Значит, нужно применять, значит, нужно делать. Но что очень-очень сложно для человека. Многие люди слушают, и сейчас многие слушают, и, может быть, несколько раз даже посмотрят эту передачу, и посмотрят с целью все-таки разбогатеть, стать богатыми людьми. Но послушать, как я вам говорила сегодня, это одно. Сделать сложно. А сделать сложно, потому что зачастую не каждый человек видит свои пороки. Ведь все считают себя самыми-самыми-самыми. А вот только почему проблем столько, нищета, беднота и трудности, вот тут виноват кто-то. Вот в чем проблема, друзья. Поэтому моя вам рекомендация: если у вас есть такие трудности и сложности, дело в вас. Дело в вашем отношении к жизни. Так вот, та категория людей, о которых я начала сегодня вам говорить, их большинство на этой планете, людей, живущих нищенские жизни, вот это люди, которые не верят в себя, которые зачастую ничего не делают, правильного не делают
для того, чтобы быть богатыми, которые не верят в свое богатство, которые даже в мыслях не могут этого допустить, которые живут нищенским состоянием жизни. У них и сознание нищенское. Зачастую это очень жадные люди. Почему жадные? Да потому что у них всегда нет денег, нет достатка, чего-то нет. Поэтому то, что есть, они стараются очень-очень-очень как-то так вот сберечь, чтобы хотя бы это что-то осталось. Друзья мои, какое заблуждение! Как жаль мне таких людей! Они сами себя ограничивают. Поверьте, мои хорошие, может быть, все совершенно по-другому. Поверьте сейчас моим словам. Для вас всего на планете больше, чем достаточно. Все, что вы видите вокруг, это все принадлежит вам, а все ваше принадлежит всем. Вот философия эволюции космоса. А пока вы живете обособленные жизни и владеете обособленным сознанием и обособленным мышлением, вы и будете жить в трудностях и сложностях. Поверьте в то, что для вас на этой планете самим Творцом-Создателем создано все для того, чтобы вы все это и имели. Вы это и имеете. Скажите, вы дышите воздухом, вы за это платите? Нет. Вы скажете нет. Вы скажете, ну за воду же мы платим, ну за бензин мы платим, ну за электричество мы платим, ну мы же за все платим. Да, друзья мои, конечно, платите, и это хорошо, что есть процесс взаиморасчетов. Я не буду сейчас углубляться в политику, я не занимаюсь политикой, как вы уже многие знаете. Этим пусть занимаются те, кто несет за это ответственность. Мне сейчас хочется сказать вам вот о чем. Если вы измените свое внутреннее состояние и мышление, то вам и за электрику хватит заплатить, и за воду, и за все, что вам нужно, в достатке и в изобилии. Поэтому, друзья мои, повышайте свое и изменяйте свое внутреннее состояние и расширяйте свое сознание. Меняйтесь внутри. Перестаньте жить нищенское состояние жизни. То, что было вчера, даже вчера, этого уже нет. То, что было с вами в детстве, этого тоже нет. Если вы в детстве были бедны, так это не значит, что вы сейчас, когда вам 30, 40, 20, 50, должны тоже быть бедны. То был тот опыт, теперь вы можете приобрести совершенно другой опыт. Поверьте в это и начинайте действовать. Это очень важно. Правильно думать, правильно действовать и не менять своей внутренней убежденности. У людей есть очень серьезный недостаток. Они не всегда знают, чего они в действительности хотят. То есть нет четкой убежденности цели, к которой они стремятся. Вот это очень серьезная проблема, которая не дает возможности людям быть богатыми людьми. И если вы спросите у меня, как найти эту цель, ваша душа знает ответ на этот вопрос. Вот то, чего вы хотите больше всего, то, в чем вы испытываете больше всего трудностей и нужды, то, что принесло бы вам самую великую радость, вот этим вам нужно и заниматься. Ваша душа всегда вам об этом подскажет. Развивайте свою душу, развивайте свое внутреннее состояние интуиции, и вы никогда не будете ошибаться. Итак, друзья мои, про самых бедных мы с вами поговорили. Что им нужно? Измениться внутри, изменить отношение к жизни, выстраивать новые цели, новые ставить задачи, поверить в то, что они могут быть богатыми и начать внутреннюю богатую жизнь. Что это значит? Да просыпаться, не думая, сколько денег, знать, что они у тебя есть. Просто вот ввести в себя, внедрить в себя такое состояние, где вы имеете убежденность, что вы богатый человек. Даже если сегодня нет того количества денег, ничего страшного, я все равно богатый человек. То есть жить состоянием богатого человека, богатым состоянием. Это, конечно же, не все, мои хорошие. Очень много есть советов, рекомендаций, но это основа – изменить внутреннее состояние. Следующее. Поговорим с вами теперь о тех людях, их не так много, но они есть на планете,
которые живут в достатке, во всяком случае финансовом достатке. Я, к сожалению, счастливых людей таких тоже не наблюдаю, к сожалению. Почему же люди, у которых есть деньги, больше нет ничего? Ни любви, ни взаимопонимания, ни спокойствия души, ни уверенности в завтрашнем дне. Почему? Почему эти люди тоже страдают? Ну, к сожалению, на такой планете, как эта, как многие люди говорят, это их убеждение, хотя оно ошибочное, оно очень ошибочно. Заработать деньги честным путем, большие деньги, невозможно. Я поспорю с этим, это на самом деле неправда. Это люди, которые порочные люди и действительно зарабатывают эти деньги нечестным путем, вот они просто себе находят оправдание. Ну и оправдывая друг друга, учатся друг у друга, поступают так же, поэтому у нас есть воры, есть обманщики, есть люди, которые используют других людей и так далее, которые наживаются просто на других людях. Ну да, вот такое распространяется на этой планете. Почему же эти люди не имеют счастья? Да потому что они зарабатывают эти деньги нечестным путем. А если нечестным путем, на счастье, радость и процветание рассчитывать не приходится. Приходится рассчитывать на потери. То одна потеря, то вторая потеря. Снова сидит, затылок чешет. Ой, а где же еще денег-то урвать? А где же еще? Кого еще обмануть? Кого еще подставить? Кому еще что-то наобещать и не сделать? Как? Где еще взять этих денег? И так, кстати, живут огромное количество бизнесменов, которые изначально ставят для себя цель не честный труд и честное зарабатывание денег, а наоборот нечестное, неправильное. Конечно же, такие люди могут иметь деньги. Да, их жадность, их порочность, их ложь, их обман приводят к их серьезным страданиям. И зачастую эти люди, действительно, имея все, что можно купить за деньги, не имеют ничего того, что нельзя купить за деньги. Зачастую это люди, которые проживают свои другие, но тоже страдания. Они также несчастны, их жизнь также очень сложная, а проблем столько. До таких проблем, что простому человеку и не снилось, друзья мои. Поэтому все нужно на этой планете делать правильно, и деньги зарабатывать тоже нужно правильно. И теперь еще один аспект нашей с вами темы. Я уже жду ваши вопросы. Я уверена, их сегодня будет очень много. Теперь давайте поговорим, а как же ж правильно зарабатывать эти деньги? Что же нужно делать, чтобы деньги были всегда? Каким нужно быть? Мы уже немножко поговорили, может быть, немножко еще вернемся к этому состоянию, именно к внутреннему состоянию. Но давайте мы с вами поговорим о том, как правильно выбрать профессию, как правильно выбрать то занятие, которое принесет вам успех, удачу, ну и, конечно же, финансовое благополучие. Как выбрать ту работу, которая не разрушит, не обманет, которая будет во благо всему человечеству. Как правильно выбрать эту работу? Ну, первое, что я хочу вам сказать, первое, это самое важное, нужно самому стать правильным, честным, открытым человеком. Если человек хитрый, лживый, обманщик, вот такой вот, и сидит сейчас и размышляет, так, сейчас я услышу, мне Родина расскажет как, и я быстренько выберу, и у меня все будет хорошо. Ничего не будет хорошего для этих людей. Почему? Изначально внутреннее состояние неправильное, порочное, лживое, хитрое, нечистое, оно уже от такого человека уводит удачу. И в таком состоянии зачастую работает только эгоистический ум, который обязательно такого человека обманет. Обязательно.
А вот нужно сделать все, чтобы душа подсказала, да? Ведь душа-то, она имеет программу своей жизни здесь, на этой планете. Она при воплощении сюда, на эту планету, идя сюда, уже заранее выбрала те направления, которыми она будет заниматься. И работу, и бизнес, и сколько она будет зарабатывать, и какой опыт надо ей познать, и за кого замуж нужно выйти, и сколько детей нужно родить, и даже в какой стране надо жить. Вы представляете? В общем, друзья мои, ваша душа уже приготовила этот план, и она желает его же воплотить, но эгоистический, хитрый, лживый, нечистый ум ей в этом препятствует и мешает. Поэтому люди, которые нечестные, которые обманщики, хитрые, жадные, лживые, люди с пороками, скажем так, они не слышат своей души, а значит и план свой, который здесь выбран душой на этой планете и прожиться должен самым успешным образом, не может быть выбран таким человеком. Потому что такой человек слышит только свое эго через программу страха. Ой, смотри, ой, смотри, чтобы она тебя не обманула, ой, смотри, чтобы она... Ой, а почему так люди думают? Да они сами обманывают. Тот, кто так думает, он сам всех обманывает. Поэтому он видит у других только то, что есть в нем самом. И не более того. Так вот, такие люди, они не могут слышать свои души. Они не могут выполнить тот план, который назначила душа при воплощении сюда, в этот мир и в эту жизнь. Вот, наверное, это самая серьезная проблема для огромного количества людей. Они духовно неразвитые, они не слышат своей души, а значит не знают своего плана, а значит будут всегда бояться при выборе. А откуда у них будет страх? Да эго им мозги крутит, чтобы они боялись, сомневались, делая любой выбор, чтобы они не верили в себя. И это с вами все делает ваше эго. Почему-то ему вы больше доверяете, нежели своим душам. А ведь души никогда не обманывают. Почему же вы верите тому, что обманывает? Почему вы не хотите верить тому, что вас не обманывает? Но оно открывается и говорит человеку, только духовно развитому, только тому человеку, кто думает не только о себе, кто живет единую жизнь с природой, с жизнью, с человечеством, кто заботится не только о себе, а обо всем мире. Вот этим людям, они есть на планете, их мало, но они есть. Вот им подсказывают их души. Вот это счастливые люди. Это люди, которые также, да, живя жизнь, приобретая опыт, имеют все необходимое для жизни и наслаждаются всем тем, что они имеют, и делятся с другими всем тем, что они имеют. И им еще больше приходит, потому что они делятся, потому что существует закон, чем больше отдаешь, тем больше же возвращается. Давать и брать одно и то же, говорил вам пророк 2000 лет тому назад, и вы все его знаете. Во как, друзья мои. Но почему-то многие люди любят только брать, а вот отдавать никто не хочет. Как только нужно что-то отдавать или же за что-то нужно оплатить, а за что оплатить? За труд других людей, за какой-то предмет, за что-то нужно оплатить. В общем, вы платите за труд, потому что, получив что-то, вы получаете то, на что другой человек, а может быть и не один, а зачастую и не один, потратил очень много сил, очень много и энергии своей, и времени, и жизни, может быть, для того, чтобы вы это имели. И вот та цена, которую вы платите, вы оплачиваете труд других людей. И хорошо, что существуют деньги, и вы можете взаимодействовать в оплате эквивалента затраченной энергии на этой планете. Я все-таки вернусь к тому, что же нужно для того, чтобы деньги были всегда. Каким нужно стать? Друзья мои, нужно стать человеком мира.
Не человеком обособленным, жадным, скупым. Вот у меня вот того, что побольше. Ой, у кума лучшая машина. Ой, надо мне лучшую машину. Ой, я ночами не сплю, потому что у кума машина лучше. Ой, дом у него лучше. Ой, ой, а соседи, ой, какой дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот такие люди, они занимаются саморазрушением, кстати, порочным саморазрушением. К ним не могут прийти деньги. Даже если они и придут, они не на пользу пойдут таким людям, и они могут прийти только нечестным путем, потому что не на пользу, потому что не с пользой. Почему, друзья мои? Да потому что зависть – это состояние ржавчины. Оно разъедает душу человеческую, оно разъедает сознание и ум человеческий. Вот что такое зависть. А теперь загляните внутрь себя. Все, кто меня сегодня, сейчас, а может быть и не сейчас, а может быть и в будущем посмотрят эту передачу, слушают. Нырните в себя. У вас есть зависть? Вы завидуете людям? Или же вы привыкли только радоваться чужим победам? Радуетесь, когда едет машина лучше, чем у вас. Радуетесь, когда проезжаете мимо красивого дома лучше, чем у вас. Радуетесь счастью других людей, где оно лучше, чем у вас. Или же вы всему этому завидуете? Нырните внутрь себя и признайтесь себе честно. Так вот, если вы все-таки внутри себя это отмечаете как данность, вот есть оно, да, я завидую. Так вот, начните работать над своим внутренним состоянием и измените это состояние. Поймите то, что ваша жизнь именно такая, на которую вы заслужили. Вы скажете, как же, те же, которые богачи обманывают людей, вы сами говорите, такие виллы строят, острова покупают, а нас обманывают, а нас то и сё. Но вы же не знаете, как они живут. Вы знаете только, что у них это есть. А что в их внутренних состояниях, что в их душе, что в их голове, какой жизнью они живут, вы же не знаете. Не знаете, друзья мои. А я знаю. Они живут очень страшные жизни. Понимаете? Вы не думаете, что иметь что-то значит быть счастливым. Нет. Что-то в этом мире, дома, машины, деньги, все что угодно, это игрушки ваши. Вы поигрались этими игрушками и выбросили. Они через какой-то период времени, кстати, очень короткий период времени, перестают вам нравиться. И вы хотите еще. И люди такие готовы обманывать, идти по трупам еще. И они не могут насытиться. И затем, когда они понимают, что я купить могу все, но у меня нет самого дорогого, нет здоровья, нет взаимопонимания в семье, нет счастья, ничего этого нет. Нет. Вот они сидят, берутся за свою голову и в ужасе плачут. Если бы вы знали и видели, как они плачут, они вам этого не показывают, они перед вами гордятся, возвышаются, что они вот такие. А на самом деле, друзья мои, они самые несчастные люди. Это правда. И я всем богатым людям сейчас просто рекомендую: измените также свою жизнь. Не привязывайтесь к тому, что у вас есть. Вы все равно с собой ничего не заберете на тот свет. Все это останется здесь, на этой планете. Вы возьмете только память и опыт. Опыт переживания, того переживания, в котором вы сейчас находитесь. И если вы возьмете переживаемый вами опыт разрушительный, то вы на том свете, как вы его называете, а я в другом мире его называю, будете очень страдать и мучиться. И там уже не будет ваших замков и ваших дорогих машин. Там будет то состояние вашей души, то мучение, которое вы и сейчас, зарабатывая это все, строя, покупая, испытывали. Ведь никуда ничего не девается. Вы все заберете с собой. Весь тот опыт, все те состояния, которые вы чувствовали здесь на земле, вы заберете с собой. Вот будет ваше богатство. И если оно разрушительно, то
Замки останутся здесь, а разрушение пойдет с вами. И вы будете изживать это до тех пор, пока не осознаете своих ошибок и заблуждений. Дорогие мои друзья, я готова перейти к вашим вопросам. Мне очень многое хочется вам сказать. Я понимаю, что эта тема касается многих людей. Давайте перейдем к вашим вопросам. Вот я отвечу на ваши вопросы. Добрый вечер. Традиционно первый вопрос у нас от Виктора из Днепра. Включаю запись. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Вопрос. Если человек с экстрасенсорными способностями зарабатывает деньги, играя на валютной бирже, в казино, других игровых заведениях, это нормально? Здесь нет нарушения космических законов? Или все же важна мотивация и цель зарабатывания? Благодарю. Ну, я не хочу говорить сейчас об игровом бизнесе. Это то, что нарушает сознание человека. Как правило, этим видом деятельности занимаются те люди, которые хотят легких денег, легкой добычи. Но есть такое выражение: как пришло, так и ушло. И зачастую эти люди очень много теряют. То есть они не имеют определенного удовлетворения. Ведь что такое деньги? Смотрите. Деньги – это эквивалент затраченной энергии и труда. Если вы, к примеру, заработали 1000 гривен, да, сегодня, значит, вы отдали своего времени, труда и качества работы, качество вашего труда именно на 1000 гривен, вот сколько это стоит. Ну, кем это заведено, кем это назначено, это уже другой вопрос. Я хочу сказать о том, что за все в жизни надо и платить, и получая что-то, нужно понимать всегда: а ты заработал эти деньги, ты потратил свою энергию, ты отдал себя, свое время, свою жизнь, свою специфику, свое умение, свой талант, свой разум. Да вот ты что-то отдал, вот ты взял. Да если человек ничего не отдал, а вот потратил только переживания, трудности, ведь когда люди играют в эти игры, зачастую они очень переживают, то есть они в принципе притягивают к себе те злые силы. Ну, на самом деле таким бизнесом и управляют эти злые силы, темные силы, подманивая человека, обещая ему многое, и немножко и дадут чего-то там ему, пообещав многое. Я не рекомендую вам заниматься этим, но могу вам сказать, что вы же приходите сюда для того, чтобы нарабатывать определенные умения и навыки. И работы вы выполняете и выбираете только потому, что вы не имеете этих навыков и умений, и не имеете этого опыта. У вас очень часто бывает у людей, если вы вот идете на какую-то работу, вот я вот люблю вот это я буду делать, вот все, я вот это делаю, я устраиваюсь на такую работу, я художник, я прекрасно рисую картины, прекрасные картины, все, я буду сутками я буду рисовать. Хорошо, вот вы родились уже с детства, вы держали правильно этот карандаш и хорошо пользовались красками, это говорится о том, что вы это в опыте уже приобрели еще тогда, когда вы жили прошлый раз на этом земном плане. И вам уже этот опыт, но он есть, он вас увлекает, развлекает, адаптирует к социуму. И ладно, и хорошо, но этого мало. Если вы все-таки останетесь при своем внутреннем убеждении и скажете: нет, мне нравится рисовать картины, я буду все-таки писать картины, я буду писать картины, я не хочу ничем другим заниматься, тогда жизнь такого человека приходит в нищенское состояние. Почему? Да он отвергает опыт, другой опыт. Что же он... Так он же научился-то эти картины-то писать. Что же ему еще учиться? Этот опыт душе уже не интересен. А разум
говорит: а вот ты только это ты же умеешь делать, ну куда ты пойдешь? На какую ты пойдешь работу? Ты шо? Ты даже не думай об этом. Ты что? Вот ты умеешь писать эти картины, да? Вот ты это и делай. Больше на большее и не рассчитывай. Друзья мои, жизнь таких людей очень быстро может и прерваться. Они даже могут покинуть этот мир, если они не осознают этого. Они могут быть ввергнуты в очень серьезные трудности, через которые они и будут делать какую-то другую работу и получать какой-то другой опыт, понимаете? Вот почему многие люди не имеют хорошего достатка и заработка, потому что они хотят делать только то, что они уже давно научились делать. Но ведь у всех же у вас бывают мечты. Друзья мои, вот вам хорошая подсказка. У вас всегда есть мечты. Они уже есть у вас в детстве, когда ваши душеньки еще более чистые. Потому что когда вы взрослеете, они не совсем уже чистые. А вот первое время вашей жизни на этой планете всегда вам души подсказывают. Подсказывают о том, что нужно делать. Есть внутренний голос, который тоже вам подсказывает, чем вам нужно заниматься. И даже если вы этого никогда не делали, но очень хотели бы научиться, и не важно, что сейчас нету денег для того, чтобы это сделать, устремитесь, друзья мои. Устремитесь, это вам подсказка, что ваша душа хочет этого опыта. Если она чего-то хочет, и это совпадает с вашим желанием делать и создавать то, чего она хочет, знайте, найдется все. Сложено будет все до мельчайших подробностей, и вы будете заниматься этой работой и приобретать этот новый опыт. Душе надо новшинства. А вы ж как за что-то уцепитесь, вас же вырвать оттуда невозможно. Вы же вот это вот я умею, и все. Вот на одной работе буду работать 45 лет, и все. Вот я же на работе 45 лет жду пенсию. А потом и пенсия пришла, опять недовольны. Малая пенсия. Да что ж вам никак не угодишь, да? Да не надо было ждать пенсию. Нужно жить так, чтобы вы в пенсии не нуждались. О, как надо жить! Быть и здоровым, и нужным обществу, и целеустремленным, и неважно, сколько вам лет, 60, 70 или 80, чтобы пенсия вам была не нужна. Вот так надо жизнь жить. Но ее надо же с молоду, эту жизнь, вот именно так и закладывать. Я не то что против казино, бирж, очень многие люди пострадали от этого, ведь этим правят те, которые правят миром. Ну, а хотите такого опыта? Ну, значит, вам нужен такой опыт. Он также покажет вам ваши ошибки и заблуждения. Все, что делается, это и в принципе является показателем, на правильном вы пути или же нет. Хорошо делаете, хорошим будет результат. Плохо делаете, плохим будет результат. Благодарю вас. Следующий вопрос Неонила, по-моему, из Днепра. Да. Наталья Владимировна, как донести людям, что духовное развитие первично, а деньги, как бонус, прилагаются? Многие уверены, что сначала деньги, а на пенсии можно и духовным развитием заняться. Вот давайте будем с вами думать. Я об этом думаю каждый день. Я с этим ложусь, я с этим пробуждаюсь. Эта мысль меня не покидает ни на минуту. Ни на минуту, живя жизнь здесь, в этом мире. Ни на минуту. Я думаю о том, как же людям донести. Да вы же понимаете еще, друзья мои, люди думают, что быть богатым человеком – это порочно, это плохо, это неправильно. И тут все неправильно. Богатство от слова «бог», понимаете? Это то, что дается Творцом, Создателем. Ученые говорят, духовные личности говорят о том, что на планете изначально, при формировании жизни на этой планете, да и сейчас эти процессы развиваются, золото в 2 раза больше, чем положено этой планете. В 2 раза.
для всех вас. 2,5 тонны 600, да, 2,5 тонны каждый год добывается золото. Друзья мои, это золотая ж планета, а люди нищенствуют. Лесов сколько, воздуха, воды сколько на этой планете, до всего. Ресурсов столько, а энергии сколько здесь. Только человек неправильно этим пользуется. Он неправильно к этому относится. Он в духовной слепоте, в духовном заблуждении. И вот именно поэтому, Неонила, именно поэтому люди не могут правильно распоряжаться ресурсами и финансами этой планеты. Денег, наверное, в раз 5 больше напечатано, чем вообще все можно оплатить и окупить за эти деньги. То есть всего очень много. Но человек, не понимая того, что именно, да, духовное развитие первичнее, будучи духовным человеком, ты можешь иметь все. Это правда, друзья мои. Правда, правда. И еще раз скажу, правда. Истинно духовные люди, они имеют все. Да, им многого не надо. Они не стараются купить все и им достаточно вот в общем, того, чего они хотят, они все это имеют. Все имеют, понимаете? Это духовно развитые люди. Почему же мир не хочет стать таким? Он бы тоже все бы это имел. Почему? Да потому что он не развит, этот мир. Он не развит. Он владеет стадным чувством. Понимаете? Стадное чувство, когда им говоришь на рынке, что они предлагают купить кукурузу, им говоришь, нельзя есть кукурузу. Она генно модифицирована, она вызывает рост раковых клеток, она вызывает бесплодие и так далее, кучу заболеваний. Они смотрят вот так квадратными глазами, и народ смотрит. По-моему, это все уже знают. И говорят, да, говорю, да. Да вы что, так все ж едят. А все ж едят, вы посмотрите, везде она продается. Все едят. Так говорю, все болеют. Все страдают, все очень рано умирают, все. Понимаете? Так это хорошо, как делают все. В общем, друзья мои, оказывается, на этой планете, если все плохо делают, то это считается нормальным. Вы понимаете? Вы понимаете, какое дикарство, даже не знаю, как это объяснить. И таких людей очень-очень много, таких большинство. О каком развитии? Рассказывать этой женщине, это мой личный опыт 2 дня назад, о том, что надо духовно развиваться. Она, знаете, что скажет? А я в церковь хожу по праздникам. То есть для нее этого будет достаточно. А вот какую она кукурузу продает людям, от чего потом люди будут болеть, какое там еще чего-то, как она думает, какие она мысли излучает, какое у нее внутреннее состояние, как она относится к миру. Она это не учитывает, для нее это не важно, не столь... Все же так. Ну все ж так. А если все, то это нормально. Вот до чего мы дожили. А вы хотите духовного развития. Вот я смотрю на это все, душа моя болит. Болит душа, и я понимаю, что этим людям жизни нужны, чтобы они поняли, что если делают все плохо, то это не значит, что это хорошо. Им нужны эпохи перерождений, чтобы они хоть чуть-чуть смогли развить свой интеллект и задать себе вопрос, а что же я делаю, что я ем, как я живу, что я думаю, как я отношусь к миру. Вы понимаете, Нилочка, вы понимаете? То есть общество неразвитое. Вы задели мое, это боль моя. Это моя боль на этой планете. И я сутками об этом думаю. И когда я выхожу в этот социум и вижу эту массовую деградацию, я просто в шоке. Я шокирована. Мои вы хорошие, давайте о деньгах. Следующий вопрос. Следующий вопрос у нас Алена Васиковская, Винница. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Почему каждый раз, когда мы одалживаем кому-то деньги, наша семья начинает испытывать финансовые затруднения? Ведь искренне хотим помочь и выручить человека.
Вы знаете, но это только в вашем случае. Это только в вашем случае. Люди, которым вы одалживаете, они завидуют вам. И очень не хотят отдавать. И очень, да, не хотят отдавать, это действительно вот их внутреннее, то есть они не берут эти денежки, ну, с добрым состоянием, хотя, может, вы и даете, ну, скажем, с любовью, а они вот думают о том, что, ну да, деньги всегда вот, а когда вот, это ж так люди думают, это же они вот так вот живут, эти духовно неразвитые люди. Поэтому, друзья мои, ну вот так вот, ну вот так вот. Что делать, как быть? Всегда дайте столько, чтобы вот и просто подарите эти деньги. Я понимаю, что для вас это очень так вот странно слушать, подарить деньги, да? Но вот именно я вам рекомендую сделать так, если вы хотите помочь, просто подарите и скажите, отдавать не надо, отдавать не надо. А вот если кто-то будет нуждаться, помоги другому человеку так, как я сегодня помогаю тебе. Будь милосердным. Вот хотя бы бросьте это зерно духовное, бросьте его, бросьте в эту душу, в этот ум, в это сознание и полейте своей любовью и бескорыстием. И оно когда-то обязательно прорастет. Благодарю вас. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Валентина из Одессы спрашивает. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, правильно ли я поступаю, если буду помогать своей племяннице погашать кредит в банке? Не будет ли это мешать ей получать свой собственный опыт? Вы хотите, чтобы я занималась сейчас прямыми консультациями с каждым? Мне надо зайти в информационное поле вашей племянницы, посмотреть все ее бомбы и ошибки, которые она допускает в этой жизни, сказать, какие это проблемы. Я могу это сделать, да. И я могу это сделать, но, пожалуйста, не задавайте мне таких вопросов. Понимаете, я вам уже когда-то рассказывала. Это неприятно. Для меня это неприятно. Ну, первое, эта женщина у меня не просит, чтобы я заходила в ее информационное поле и смотрела ее причины ее жизненных трудностей. Она меня об этом не просит. То есть я буду влазить в судьбу, в жизнь, информационное поле человека, который где-то там вот себе живет. Понимаете, это даже неэтично с вашей стороны и с вашей, скажем, с вашего опыта. Ну вот даете вы, ну значит даете вы. А если она не может этого сделать, это уже говорится о том, что она что-то делает неправильно, что-то делает не так. И если даются ей трудности, так может быть к тому, чтобы она начала духовный рост, развитие, чтобы она развиваться начала. Может быть, именно поэтому, а не зачастую только поэтому вам и даются эти трудности. Поэтому я, конечно, против жадности. Надо помогать людям, и надо всегда помогать людям. Но нужно смотреть, это будет помощь или нет. Сделает человек определенные выводы, или же не сделает, или просто закроет кредит и новый возьмет. Понимаете? То есть, надо, чтобы любой ваш опыт приводил человека к духовному развитию. А там уж вы сами себе думаете, правильно это или неправильно. Следующий вопрос. Людмила Винница. Вопрос короткий. Как научиться мудро тратить деньги? Какой прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Смотрите, друзья мои, когда вы что-то приобретаете, ну вот что-то вам надо, ну вот, к примеру, терка сломалась на кухне, нечем буряк потереть, ну вот нечем, да, ну это надо. Да, вы пошли и купили эту терку. А если у вас 25 терок, и вы еще захотели купить еще одну 26-ю, ну тогда задайте себе вопрос, а вообще вам это надо, а для чего вам это надо? Многие люди тратят деньги неосознанно. И сейчас существует очень много методов влияния на ваше сознание, где вы заходите в магазин,
голова в оцепенении, ум уже отсутствует, чувствую запах булочки, бегом, где-то булочка печется, я бегом ее куплю. Пока уже вышли, она уже остыла, перестала пахнуть, а укусили, таки выбросили ту булочку. Рецепторы сработали ваши, и вы купили эту булочку. Звучит определенная музыка, которая зомбирует просто сознание людей, и они бездумно себе покупают всякую ерунду. Домой придут, задают себе, вот зачем я это купила, зачем это. Но это происходит с теми людьми, которые духовно неразвитые, вот о которых мы сегодня говорили. Человек духовно развит, он всегда будет бдительный. И он зайдет в магазин быстро и очень быстро оттуда выйдет. Он возьмет то, что ему надо точечно, а на все остальное он не будет даже обращать внимания. То есть такому навязать и что-то втюхать просто невозможно. А духовно неразвитым людям, на них очень легко, вот они входят в само помещение этого магазина, а там музыка такая, ну скажем, которая зомбирует сознание человека, запахи, это все влияет на сознание человека и вызывает желание приобрести, купить. И вот эти люди, да, они набирают все нужное и ненужное. Как правильно? Надо быть просто всегда осознанным и осознанно относиться к покупкам. Более того, совет и рекомендация сразу же. Когда вы производите взаиморасчеты, неважно, что вы купили, всегда нужно платить с любовью. Если вы заметили, внутри себя отметили, что вы все-таки почувствовали жадность, когда вы оплачиваете, жадность. Ну вот есть такие люди, да, у меня и учеников таких очень много с состоянием жадности, да. Да, это тоже моя боль, к сожалению, поэтому и бедны. Бедны только потому, что внутри жадные. Так вот, когда вы отметили, что есть эта жадность, срочно остановите себя. Срочно остановите и тут же войдите в состояние «у меня столько денег, сколько мне надо». А даже если сейчас это последнее, так это только сейчас это последнее. Завтра у меня будет столько, сколько мне надо. Я в это верю, а если я в это верю, так оно и будет. И так и будет. Всегда производите взаиморасчеты с любовью, желая людям богатства и процветания. Начните это делать завтра, сегодня. Вот начните это делать. Вы увидите, как к вам придут деньги, как быстро к вам пойдут деньги. Платите с любовью, платите всегда больше, чем это стоит. Желайте богатства людям и процветания. И вы будете богаты. Ведь все, что вы даете и желаете людям, это вы все делаете для себя. Ведь вы же все это знаете. Но почему вы этого все не делаете? Вот мне вот это вот интересно. Все знают это, но делают далеко не каждый человек. А вот делать надо, вот тогда и денежки будут. Благодарю вас. Следующий вопрос. Петр из Винницы спрашивает. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, как правильно относиться к деньгам и работе, если, работая на фирме, все устраивало и работа, и заработная плата, но в последнее время начали на всем экономить и усложнять все. Перестал получать удовольствие от работы. Как понять это? Мне нужно пройти эти трудности или не останавливаться на чем-то одном и развиваться далее? У нас сегодня передача консультаций. Ну, спросили, отвечу. Когда все было хорошо, все замечательно, вы всем были довольны, вам, конечно, хочется, чтобы так было пожизненно. Но пожизненно так не будет. Не будет. Иначе бессмысленной будет вся эта жизнь. Для того, чтобы родиться здесь, на этой планете, ой-ой-ой, сколько надо было всего, чтобы вы могли здесь проявиться и получить ту или другую, может быть, 155-ю работу. Если бы вы знали, сколько всего, а сколько всего делается для того, чтобы вы жили вообще здесь, на этой планете, чтобы она существовала, эта планета. Если бы вы даже умом своим не можете этого представить, какие силы
и возможности задействованы для того, чтобы вы жили на этой планете. И уже если вы все-таки живете на этой планете, то, как я вам уже говорила, вам надо несколько приобрести опытов. А если вы прокисаете на какой-то работе одно и то же, многих это устраивает. Они не хотят, они боятся перемен. Многие люди боятся перемен. Они хотят найти одну работу, самую лучшую, одну ситуацию, самую на всю жизнь, чтобы на всю жизнь. Не будет так на всю жизнь. Не будет, друзья мои, иначе жизнь будет некачественной. Вы приходите зачастую для того, чтобы и эту работу и попробовать научиться сделать, свершить. Это же ваше богатство. Это что вы с собой заберете в другие измерения после жизни на этой планете, после смерти. Понимаете? Поэтому если складываются такие ситуации, вас что-то не устраивает на работе, что-то не устраивает, это говорится о том, что нужно искать другую работу, другой вид деятельности, может быть даже. Вот, кстати, вот еще ошибка и заблуждение. Смотрите, многие люди ко мне приходят на консультации и так далее, и вот они говорят, вот я вот по профессии тот-то, тот-то, вот я всю жизнь работала на этой работе, но я бухгалтер, но сейчас вот занимаюсь бухгалтерией, там меня обманули, там. В общем, вот какой-то вот такой беспорядок. Почему? И вот что можно ответить такому человеку? Зачастую, друзья мои, человек уже прокис в этой работе, в этой бухгалтерии, и его душа хочет познать другой опыт. Но он упирается руками и ногами. Не-не-не, я ж бухгалтер. Так у меня же образование бухгалтера. Да вы шо? Я буду только бухгалтером, конечно, бухгалтером. И вот находит он еще одну бухгалтерскую работу, еще одну, потери и неудовлетворенность. Заболел и помер. Все, прожил. Поэтому, друзья мои, не прокисайте. Если вы видите, что на работе что-то уже пошло не так, это вам звоночек, это вам Вселенная прозвенела на ухо и сказала: Петя, займись поиском другого направления. Ты можешь и другое свершить в этой жизни. Ты не только пришел для того, чтобы делать это. Ты пришел, чтобы делать еще вот это и вот то. О как. Благодарю. Следующий вопрос. Павел из Днепра спрашивает. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, если на больших производствах применяются начальством всякие лживые схемы для оплаты труда подчиненных, как в таких случаях поступать? Оставьте этих работодателей. Они недостойны того, чтобы вы, духовный человек, отдавали свое время, свою жизнь и свой труд этим людям. Оставьте эту работу. Это не ваша работа. Вы заслуживаете на большее. Вы скажете, а как же выбрать мне это большее? А как же мне понять? А что же мне нужно сделать? А вы придите домой, напишите заявление, придите домой, обратитесь к той силе, которая внутри вас, у каждого есть эта энергия, и скажите: я знаю, какую работу мне нужно выбрать. Я знаю, где мне ее нужно найти. Смотрите, что происходит на вселенском космическом уровне. Когда вы говорите «я знаю» и убеждены в том, что вы знаете, вы говорите от имени своего высшего «я», от имени своей души, от имени Творца-Создателя. И у вас нет ни капли сомнений в этом. Тогда сам космос начинает работать в формировании реальности для вашего высшего «я». Вы же заявили космосу, что «я», мое высшее «я», знает, какую работу надо выбрать и где ее нужно найти. Вы же заявили. Раз вы заявили, космос начинает работать для того, чтобы вы таки и нашли, и знали.
И в очень короткое время вы найдете работу. Главное, веру не терять. И не позволяйте близким там рассказывать вам, вмешиваться и сеять свои неосознанные сомнения. Что часто делают близкие люди моих учеников. Они зачастую рассказывают: да ты шо, да ты с ума сошел, да ты шо, пусть хоть это, да ладно, хоть копейка какая-то, то хоть это и будет у них. А если вы не хотите хоть этого, а хотите жить в достатке, в радости и в любви, действуйте, доверьте свою жизнь Творцу и живите как Творец, и все вам будет дадено, а добра у вас много. Благодарю. Следующий вопрос Виктор из Днепра задает. Всем добрый вечер. Вопрос. Наталья Владимировна, у меня нет любви к деньгам на уровне ощущений, чувств, но я знаю точно, что они меня любят и всегда приходят ко мне в тот момент, когда очень нужны. Как достичь взаимной любви и полюбить их не на уровне знания, а чувствования? Или их надо любить безусловной любовью? Благодарю. Всем добрый вечер. Наталья Владимировна. Вот что. Я думаю о вас, Виктор, последнее время чаще, чем положено. Думаю. И, в общем, отвечу на вопрос. В отношении денег, как нужно, что такое любовь к деньгам, да? Вот у нас сегодня такая тема — любовь к деньгам. На самом деле, что нужно чувствовать по отношению к деньгам, как к ним нужно относиться? Друзья мои, относиться ко всему нужно одинаково, и к деньгам также. Любить, уважать и благодарить. Но любить — это не значит служить деньгам или же чему-то еще служить. Все любится, все, абсолютно все, и все безусловной любовью, то есть любовью без каких-то условий. Вот ты мне это, а я тебе то, а я тебя это, а я ж тебя люблю, а что мне так мало внимания, почему ты мне не оказываешь, а я ж тебя люблю, а я ж тебе то, а я ж тебе... Вот это не любовь, это эгоистическая корысть. А вот настоящая любовь, друзья мои, это просто чувство приятия. Вот да, есть денежки, ну хорошо, они есть. Спасибо, Боженьке, что они есть. Спасибо, вот это мне на то, вот это на это. А этим я могу поделиться с другими людьми, кому-то могу помочь, кому-то могу поспособствовать, кому-то что-то как-то для кого-то. Вот и все, друзья мои. Ровненько, спокойненько, без вот этого вот безумия. То есть ко всему нужно относиться спокойно. Вот есть у меня там квартира или дом, или машина. Ну есть, ну машина. Что делает машина? Возит. Дом, ну для чего дом? Ну жить там надо, крыша над головой, дождь не капает. Вот и хорошо. То есть ко всему нужно относиться как к временному. Кстати, к деньгам тоже относиться нужно как к временному. А оно и так для вас временное. Оно, хотите вы этого, не хотите, но оно все равно временное. Вы все равно это покинете, 100% покинете, ничего с собой не возьмете. Поэтому и относитесь так. Просто всем пользуйтесь, да, зарабатывайте, трудитесь, совершайте опыт. Вот пусть вам удовольствие приносит сам труд, понимаете? Вот это еще очень важный аспект. Сейчас большинство людей работают, ненавидя свою работу, ненавидя все то, что они делают. Вот такие люди, ненавидящие свою работу, они даже не имеют права брать деньги за эту работу. Хотя они тратят свою силу, энергию, но они ее ненавидят. Они в эту силу и энергию вкладывают ненависть. Естественно, из мира они получают тоже ту же ненависть. Они получают болезни, разрушения, трудности, сложности, проблемы, ненависть. Ненависть, которую они дают другим людям через свой труд. Понимаете? Вот на таких людей говорят: вот рука тяжелая, вот у него невезучий такой, вот у него ничего не получается. Да почему?
до внутреннее состояние ненависти, ничего не любит, ничем не довольствуется, ничему не рад, только завидует, ненавидит, жадничает. И, понимаете? Вот очень важно иметь работу, которую вы выполняете с радостью и испытываете удовольствие. Это ваше богатство. И знаете, если вы и будете так это делать, деньги всегда будут вам заплачены, а даже если нужно будет другую, потому что могут быть проверки такие вот в вашей жизни, насколько вы устойчивы и убеждены в том, чему я вас сегодня учу. Так вот, в любом случае, вы через какой-то промежуток, короткий промежуток своей жизни получите столько денежек, сколько вы заслужили. Друзья мои, запомните мои слова на века. Если вы что-то имеете в данный момент, вы это заслужили. Если вы хотите иметь большего, заслужите. Заслужите. Что делать надо? Ой, как много надо делать. И я вам рассказываю об этом на курсах, я пишу это в книгах. Да, я делаю это для того, чтобы вы были успешными и богатыми. Благодарю вас. Следующий вопрос. Днепр Александра. Правда ли, что финансовый успех зависит от принятия? Принятия и хорошего, и не очень. И экономия, и понятие «дорого» – это жадность и отсутствие принятия? Да, это жадность и отсутствие принятия. Да, это и жадность, и отсутствие принятия. А еще, друзья мои, хорошо, что вы мне задали этот вопрос. Это страх. Это ваш панический страх. Зачастую такой безумный этот страх. Безумный панический страх. Ой, все. И оно и будет все. Когда вы с таким состоянием что-либо начинаете вы бизнес, и у вас внутри страх, ой, не получится, ой, деньги же беру в кредит, ой, беру, кстати, я кредитов не рекомендую. Есть другие способы, другие способы, которые дают возможности вам иметь деньги для развития своего бизнеса. Но если вы изначально вкладываете страх, и то, что у вас не получится, лучше не делайте этого вообще. Не делайте этого. И вообще начните следить за собой, за своим внутренним состоянием. Сколько вы всего, чего боитесь. И если вы боитесь практически всего, и каждая ваша мысль под призмой страха, о каком успехе мы можем говорить? Ведь деньги приходят людям, уверенным в себе. Людям, которые, да, вот верят в то, что у них получится. Может быть, где-то там далеко есть какие-то там сомнения, но они нет, что-то у других получилось, и у меня получится. Понимаете? Вот у этих людей и получится. А кто боится изначально, остановитесь. Если вы уже боитесь, значит, вам сама Солнечная система говорит о том, чтобы вы занялись сначала своим внутренним состоянием. С таким настроем слона не продашь. Вспомните анекдот про слона. Так вот, настрой должен быть правильный. Он не должен включать в себя страх, сомнение, неверие в себя и так далее, и так далее. Отслеживайте свои внутренние состояния. Если вы живете жизнь под призмой страха, значит, вы губите свою жизнь. Благодарю вас. Следующий вопрос. Тут Елена мне пишет про 10 лет работы медсестрой. Уважаемая Елена, ну, мы уже несколько раз на этот вопрос ответили. Вот ответ до Петра звучал. Если я еще раз зачитаю Наталье Владимировне, она меня побьет. Нужно не закисать, как сказала Наталья Владимировна. А вопрос следующий от Любовь Ковалева. Ну, город не написала, скажу фамилию. Любовь Ковалева. Скажите, Наталья Владимировна, добрый вечер. А десятина – это обязательная необходимость или добровольное пожертвование? Ну, передача про финансы.
Это добровольное пожертвование. Хотя есть планеты, где экономическая система, экономика построена исключительно на этой десятине. Но на этой планете просто вам всем нужно помогать другим людям. Вот и все. Если вы так будете делать, и делать это с любовью, то и вам будет весь мир помогать, и другие люди вам будут помогать. Потому что помощь человеку Творец дает через человека. И я считаю, что помогать людям это прекрасно. Во всяком случае для меня это прекрасно, это здорово, это приятно. Это радость, радость душе, радость, что ты хоть кому-то, хоть чем-то помог. И жизнь другого человека стала лучше. Благодарю. Следующий вопрос. Анастасия, Алтай. Наталья Владимировна, если в семье два человека относятся по-разному к деньгам, один человек развивается и старается изменить финансовое положение в семье, то другой всегда относится скептически. Как в такой семье изменить финансовое положение? Ведь на ситуацию влияют два человека в семье. Да, Настюшка, конечно, влияют. И тот дитя Бога, и тот дитя Бога. И тому дадут по голове за то, что неправильно относится и несерьезно относится, и ему дадут по голове. Но если вы связали жизнь с таким человеком, значит, вам как минимум надо набраться терпения. Но я вам хочу сказать, что если вы все-таки будете следовать всем этим предписаниям, законам и измените свое внутреннее состояние, то его иллюзия, иллюзорное неправильное состояние к деньгам, оно особо не сыграет роли на вашей семье. Добро побеждает зло, понимаете? Поэтому всегда об этом помните. Даже если у него там мухи и тараканы в голове, но ничего, вы послужите ему лучшим примером и сможете приобрести эти деньги, и потом, как пример, он увидит и уже тоже будет поступать так, как правильно, так, как нужно. Ну вот так вот, друзья мои, это то неразвитое состояние людей. А знаете, почему многие люди, даже зная эти законы, не хотят их выполнять? Лень. Это же надо работать над собой. Это надо себя менять. Это надо отношение менять свое к жизни. Да, друзья мои, таких людей ждут трудности. И разве мало у вас было этих трудностей? Разве мало беды-то было? Разве ж мало? Неужели ж она не научила задуматься о том, что же я делаю, как же ж я живу, что ж я имею? Да разве ж это жизнь? Разве ж не научила? Ну, если так, то значит не научила, значит будет учить дальше. А что делать вот в семье, когда вот так вот? Один должен набраться терпения. Терпение и все-таки в общении с Создателем учиться дальше. Не закисать, не прокисать, учиться дальше. Познавать новые возможности жизни и применять в своих семьях. Вот что нужно. Это я для вас, Настя, говорю. Учиться дальше – вот ваше спасение. Овладеть великой силой, которая сможет изменить реальность вашей семьи. Понимаете? А что ж-то ваша начальный уровень, год назад закончившийся? Да вы что, друзья мои, это ничего. Это вы только-только к чему-то чуть-чуть так вот о чем-то так мельком услышали. Поэтому учитесь дальше. Вот ваша задача. Вы учитесь. Вы овладеете силой, возможностями, вы сможете все. Таким образом, послужите примером своему супругу. И он посмотрит, как у вас все прекрасно получается, и сам захочет. Ведь он очень добрый человек. Добрый, упертый, но добрый же. Добрый. А добро – это уже духовное качество человека. Благодарю вас. Друзья мои, я думаю, что вопросов, конечно, сегодня, ну, скажем так, вот тема очень интересная, много, но мы будем с вами заканчивать, и уже вот, как всегда, уже 1:20, вы так долго у экрана, так долго
слушаете меня. Зачастую люди 10-15 минут, 5 минут, 5 минут ролика, и этого достаточно. И уже выключают, уходят. А вы вот уже почти 1,5 часа со мной. Ну, если у меня сегодня получилось хоть немножко помочь вам с финансами, я буду благодарна. Благодарна буду Создателю, который дает мне информацию для вас. Хочу открыть вам такой секрет. Я говорила, может быть, сейчас скажу вам об этом. Я когда готовлюсь к передаче, где-то за часа 3-4, за 5 часов, бывает с утра, я очень много от духовных сил, от высшего разума, от того Бога, который внутри каждого из вас и внутри меня, я очень много получаю информации. И вот Он мне говорит всегда: вот скажи вот это, вот задень еще вот эту тему, вот скажи им сегодня о труде, как правильно надо относиться к труду, с любовью нужно выполнять труд. Вот скажи им обязательно сегодня о жадности, о отношении к деньгам. Поэтому, друзья мои, все, что я говорю вам, это мне уже сказано сегодня. Сказано. Это сам Творец, сама Вселенная, сам высший разум заботится о вас и дает вам эту информацию, а я ее озвучиваю. И как знать, может быть, именно сегодняшняя передача сделает огромное количество людей богатыми, здоровыми и счастливыми. Я благодарю вас за то, что были сегодня со мной. Я желаю всем хорошего настроения, хорошего вечерочка, спокойной ночки, радости в вашей душе. И чтоб там ни было, любите друг друга не за деньги, а за души человеческие. Благодарю и до новых встреч.